Всем привет, дорогие друзья, на канале Пейкмейкер. С вами, как всегда, я, Михаил. Приглашаю вас прослушать рубрику истории персонажей из игры God of War Definitive Edition. Сегодня расскажу про Сони Форелли. Сони Форелли, персонаж серии GTA и главный антагонист в God of War Definitive Edition. Он также упоминается во введении приквеля как San Andreas Definitive Edition и появляется как на постере в GTA Liberty City Stories. Он Дон Семи Форелли в главных делах полицейского управления Vice City указывает, что он пришел к власти молодым. Сони Форелли родился в Либерти-Сити. Согласно главному досье департамента полиции Vice-City, он стал доном семьи в молодом возрасте. Когда в 1971 году Сони играл, по крайней мере, заметную роль в семье Форелли, приведя Томми Версетти в засаду в Харвуде, расположен в Либерти-Сити. Сказав Томми, что он должен убить ключевого мафиози, Томми выжил в засаде, но был арестован в полицейском управлении Либерти-Сити и заключен в тюрьму. Сони продолжал заниматься различными незаконной деятельностью, которого, когда в 1986 году, как полагаю, включает рэкет, азартные игры, профсоюзы, коррупцию и проституцию, что делают семью Форелли самой богатой и могущественной мафиозной семьей того времени. Сони также начинает налаживать связи с людьми в других городах по всему миру, в том числе и с юристом из Vice City Кеном Розенбергом, которого он использует для организации сделки по продаже наркотиков между своими представителями и криминальной семьей Венса. Желая, чтобы его семья заняла очень прибыльной торговлей наркотиками в Vice City, Сони решает отправить Томми Версетти, поскольку тот слишком хорошо известен в Либерти-Сити, дергает за ниточки, чтобы освободить его из тюрьмы. Томми, который с подозрением относится к действиям Сони, решает согласиться с его планами. Сони отправляет Томми в Vice City, надеясь, что тот откроет в городе бизнес по торговле наркотиками, который он и семья Форелли могли бы позже завладеть. Сони отправляет Гарри и Лиз, Томми заключает сделку в Вайспорт, где попадает в засаду Рикардо Диаза. В результате чего Томми теряет деньги Сони, наркотики, гибнет Гарри и Ли, а также Виктор Венс. Позже Томми сообщает Сони о засаде, на что Сони реагирует сердито, по-видимому, возлагая на Томми ответственность за возвращение денег, независимо от того, чья это была вина. Позже Кен Розенберг начинает нанимать Томми Версетти и помогать ему утвердиться в городе, знакомя гостей рядом ключевых людей города, включая полковника Хуана Кортеза, который помог Розенбергу заключить сделку, и магната недвижимости Эвери Корриктона. Розенберг, опасаясь Сони, остается в своем офисе, на сколько дней он посылает Томми пугать двух присяжных, которые обвиняют двоюродного брата Сони, Джорджио. Томми начинает создавать в городе бизнес-империю, которую, как надеется Форелли, пойдет на погашение его долга. Томми, однако, продолжает расширять свою бизнес-империю, не платя Сони, и ему удается отомстить за организацию из засады сделок с наркотиками, убив Гонзалеса и городского наркобарона Рикардо Диаза. Сони, устав ждать выплаты своего долга, отправляет нескольких своих людей собирать денег с многочисленных предприятий Томми. Томми, ожидая приезда Сони после того, как были убиты его коллекционеры, готовится передать Сони фальшивые деньги, отпечатанные в его типографии. Сони, однако, рассказывает, что Лэнс Венс, друг Томми, объединили с ним усилия и сообщили ему о планах Томми и Кен Розенбергов. Будучи заранее предупрежденным об этом, Томми Сони приехал по миссии в Версетти, подготовленных с большим количеством вооруженных людей, чтобы захватить бизнес семьи Форелли. Разгоряется крупная перестрелка, в ходе которой Сони окончательно подтверждает подозрение Томми о том, что его подставили в 1971 году. Перестрелка заканчивается гибелью Лэнса и Сони, а также бесчисленного количества мафиози семьи Форелли. Который Леона, Дон из семьи Леона, в 1992 году сообщает Джонни Сендако из семьи Сендако, что смерть Сони Форелли нанесла серьезный удар по семье Форелли, позволила семье Сендако переехать в Либерти-Сити из Лас-Вентуреса. Сальваторе заявляет, с тех пор, как Сони Форелли расколелся по своей Флориде, вы думаете, что управляет всем в этом городе. Фильм о жизни Сони под названием «Сони Форелли. Правдивая история» рекламировался в Либерти-Сити в 1998 году. Если вы хотите увидеть мои страдания, мои слезы, мои огорчения и просто веселый, прекрасный контент неудачных фейлов, моментов, добро пожаловать на мой Бусти. Ссылочка на Бусти находится в описании данного видеоролика. Всего лишь нужно заплатить будет 50 рублей, и вы сможете посмотреть этот фейл момент.
Сони показан властолюбивым, импульсивным, безжалостным и вспыльчивым человеком, впадающим в ярость, когда что-то идет не так, как ему хочется, или откладывается, о чем свидетельствуют его телефонные разговоры с Томми, где он в конце концов вышел из себя и накричал на Томми. Поскольку его терпение начало медленно истощаться, он готов на все, чтобы получить большие власти, влияние, денег для себя и своей организации, вплоть до того, что планирует заняться торговлей наркотиками, несмотря на то, что это традиционная запретная зона для мафиозных семей. Либерти-Сити. Он также не испытывал угрозы линии совести по поводу предательства своего друга и союзника Томми в 1971 году, просто из ревности и возможности паранойи, по поводу быстрого роста репутации на последнего. Несмотря на свою жадность, Тони кажется сильным, харизматичным, умеющим манипулировать лидером. И во время его правления в качестве дона криминальной семьи Форелли была самой могущественной преступной организацией в Либерти-Сити, в то время как его преемник так и не достигли той власти или влияния, которые были у него. Его харизма и манипулирование также помогло ему привлечься на свою сторону Лэнса Венса, после того, как последний почувствовал, что Томми его недооценивает. Сонни, мужчина среднего роста, который кажется немного молноват. У него светлый оттенок кожи, глаза бирюзового цвета, а темно-каштановые волосы короткие и зачесаны назад. В GTA Vice City Definitive Edition Сонни носит темно-синюю спортивную куртку, рубашку с животным принтом, белые брюки, черные туфли. На его официальной обложке Сонни изображен в розовом деловом костюме и солнцезащитных очках. Сони Форелли озвучил Том Сайзмор. Его имя похоже на персонажа из полиции Майами, Сони Крокетта, а характер похож на Сантьяно Корлеоне, известного как Сонни, из романа и серии фильма «Крестный отец». Сони Корлеоне также высказывает свое мнение о том, чтобы заняться торговлей героином, как и Сони, хотя Сони Форелли хочет заняться наркотиками в целом, а не только героином. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. В GTA Liberty City Stories в одного из зданий на Стоун-Айленде висит плакат документального фильма Сони Форелли, который исходит из названия рассказа о жизни этого мафиози. Сони Форелли похож на Сони Корлеоне из фильма 1972 года «Крестный отец». Они оба выступают в роли боссов своей семьи, и у обоих одинаково безжалостный, вспыльчивый характер. Сони Форелли также похож на Алехандро Соса из фильма 1983 года «Лицо со шрамом». Они оба наркоторговцы, которые предали главного героя. Сони носит общее имя с Сони Крокеттом, одним из главных персонажей другой игры, оказывающего влияние на игру Miami Vice City. Сони занимает второе место по количеству физических появлений в игре среди всех главных антагонистов в 3D вселенной. Всего 3 физических появления. Хотя он звонит Томми по телефону после 3 миссий. Антагонист с наименьшим количеством появлений это Массино Торино из GTA Liberty City Stories, который появляется всего в 2 миссиях. Согласно Дэну Хаузеру, в интервью Сони и Томми были друзьями с детства. В том же интервью Хаузер объяснил, что Томми никогда никому не говорил, что Сони был тем, кто послал его убить главного мафиози и, следовательно, его приспешников, потому что он верил в кодекс мафии и чувствовал чести среди воров. В GTA Liberty City Stories можно увидеть постер фильма о Сони Форелли под названием «Сони Форелли. Реальная история. Размышления на границе. Пайк Крик» и международного аэропорта Фрэнсиса. Хотя фильм о Сони не на постере странным образом изображен членом русской мафии, каким они появляются в GTA San Andreas Definitive Edition. Сони единственный член семьи Форелли, который не был убит в Liberty City. Игрок может играть за Сони в GTA Vice City Definitive Edition, введя коды. И на этом история про Сони Форелли из игры GTA Vice City Definitive Edition подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте план действий, который сейчас у тебя на экране. А именно лайк, колокольчики и подписывайтесь на канал. С вами был Михаил с канала Пайкмейкер.